Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер. С вами юрист Валерий Табаков. Вчера, 21 июля 2025 года, как вы все знаете, состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении Вячеслава Зинченко в убийстве Ирины Фарион. На этом заседании ничего особо примечательного не произошло. Просто было рассмотрено ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Вячеслава Зинченко. С точки зрения фактической стороны дела, заседание прошло формально и не представляет особого интереса. Но с точки зрения позиций сторон есть, друзья, на что обратить внимание. Итак, наше видео будет не столь длительным, поэтому давайте начнем. Начнем со стороны обвинения. Прокурор, зачитывая ходатайство, обосновывала необходимость продления меры пресечения для Вячеслава Зинченко. Она заявила, что сохраняется риск противоправных действий с его стороны, и поэтому ее следует оставить под стражей. Учитывая, что речь идет о статье с высшей мерой наказания, содержание под стражей осуществляется без возможности внесения залога. Однако суд, удовлетворяя ходатайство о продлении срока, не учитывает важную вещь – отсутствие достаточных доказательств вины обвиняемого. И таким образом суд оказывается в заложниках своих предыдущих решений. Риск. Прокурор говорит о риске, который сохраняется. Какой риск? В чем этот риск заключается? Прокуратура утверждает, что Зинченко якобы может начать воздействовать на свидетелей, перепрятывать оружие или уничтожать одежду, в которой предположительно находился во дворе на улице Масарика 3 в городе Львов. Друзья, если бы Зинченко выпустили, и он действительно начал бы предпринимать такие действия, то, скорее всего, при установлении за ним слежки, а слежка, друзья, точно бы была организована в таком случае, так вот, правоохранители в этом случае смогли бы обнаружить недостающие доказательства, которых, как вы все знаете, сейчас у стороны обвинения нет. От слова, как любят выражаться наши друзья, в кавычках, от слова совсем. Однако вместо этого сторона обвинения действует абсолютно непрофессионально, неадекватно ситуации, пытаясь бесконечным повторением ничем не подкрепленных утверждений убедить суд и общественность в наличии достаточных доказательств. Но на деле этих самых доказательств вообще нет. Где оружие? Где пуля? Где баллистическая экспертиза? Где свидетели? Ничего этого нет. Адвокат Зинченко Вороняк
прямо заявил, что доказательств нет. А все доводы о необходимости продления меры пресечения надуманы, основаны на предположениях. Обвинение не может строиться на предположениях. Первое из этих предположений, что по городу якобы ходил Вячеслав Зинченко. И на видеозаписях, рассмотренных судом, запечатлен именно он. То, что Зинченко в некоторых моментах не отрицает, что на видео мог быть он, это одно. Но его неотрицание не является доказательством того, что на записи именно он. Экспертизы, подтверждающей это, нет. А значит, нет никаких законных оснований утверждать, что на видео Зинченко. Тем более, что на записях видны 3 человека. Один в какой-то клоунской одежде, второй в кепке с домиком на трусах, а третий, предположительно, Зинченко, который не отрицает, что это может быть он. Именно так адвокат Вороняк обосновывает свою позицию и требует заменить содержание под стражей на более мягкую меру пресечения. Интересна также позиция по этому вопросу потерпевшей стороны, а точнее адвоката потерпевших. Наталья Романек, комментируя ходатайство прокурора, заявила, что Вячеслав Зинченко убил Ирину Фарион. Более того, по ее словам, сразу после убийства он начал искать оружие для совершения еще 10 убийств. Это весьма любопытное утверждение, особенно если учесть, что его озвучивает профессиональный адвокат. Давайте разберем эту позицию. Во-первых, если, как утверждает Романек, Вячеслав Зинченко совершил убийство Ирины Фарион и составил список еще 10 будущих жертв, то какова логика его действий? Получается, что он серийный убийца, точнее киллер, действующий из финансовых интересов, как утверждает сторона обвинения. Они ссылаются на некую переписку, в которой якобы обсуждались деньги, которые Зинченко должен был получить за убийство Фарион. Однако никаких транзакций, подтверждающих это, не найдено. Если денег нет, то, по всей видимости, Зинченко не получил вознаграждение за убийство. Тем не менее, согласно версии обвинения, этот человек, зная о некой сумме компенсации за убийство и не получив ее, продолжает предпринимать шаги для совершения новых убийств, предположительно заказанных той же организацией, некой группировкой White Power непонятного направления. Каким же нужно быть непрофессионалом или глупцом, чтобы, выполнив работу и не получив за нее оплату, приступать к следующей? Обычно киллеры так не работают. Они берут аванс, выполняют заказ, получают остаток суммы. Но ни аванса, ни остатка обвинение
не обнаружила. Логично предположить, что никаких финансовых отношений по факту с группой White Power у Зинченко не было. Эти отношения существуют лишь в предположениях стороны обвинения, а в реальности их нет. От слова совсем. Идем дальше. Планирование следующих 10 убийств. Получается, что Зинченко движим не материальным интересом, а некой маниакальной, психической, внутренней организацией. Несмотря на отсутствие оплаты за первое убийство, он продолжает планировать, организовывать и намереваться совершить новые преступления. Друзья, я хочу сказать следующее. Психиатрическая экспертиза Зинченко была проведена, и она установила, что он адекватен и полностью руководит своими действиями. Но вот в этой ситуации прослеживается явная неадекватность. Кто из вас, например, получив заказ, не взяв аванс, выполнив работу и не получив остаток оплаты, будет приступать к следующему этапу, к следующей работе? Он что, работает бесплатно? Где находят таких людей? Неужели в Украине? Похоже, обвинение пытается представить Зинченко таким придурком, который бесплатно разъезжает по стране и условно из рогатки убивает политиков. Очень интересная позиция. Но что тут скажешь? Они заявляют, что за 136 часов раскрыли преступление. Мало того, они за эти же 36 часов предотвратили еще 10 подобных преступлений. Им всем, друзья, похоже, надо вручать ордена, а не какую-то там скромную премию. Здесь два варианта. Либо Зинченко действительно психически неуравновешен, и тогда почему это не выявила психиатрическая экспертиза? Либо что-то не так с предположениями стороны обвинения и потерпевшей стороны. Эти предположения, с моей точки зрения, выглядят необоснованными. Все обвинение построено на подобных домыслах. Поэтому защите логично было бы потребовать повторную психиатрическую экспертизу, чтобы установить, действительно ли психика Зинченко настолько деформирована, что он готов совершать убийство бесплатно. Вот такие размышления, друзья. А чем руководствуется суд? Вероятно, двумя факторами. Указанием сверху и тем, что он находится в заложниках своих предыдущих решений. Так что будем ждать следующих заседаний. Но знаете, если в Украине есть один такой маньяк, который убивает бесплатно и готовится к следующим жертвам, к 10, то, наверное, по всей стране таких 19-летних маньяков полно. Полиция, ищите скорее, а то, видите, вы нагнали такого страху. Берется человек, вроде бы футболист, нормальный,
капитан команды, студент. И вдруг такое. Проверьте-ка, среди футболистов, может, там все поголовно маньяки, готовые всех нас бесплатно поубивать. Разберитесь, господа полицейские и прокуроры. Это действительно опасная ситуация. Вы пытаетесь нас в этом убедить. Или проверьте еще раз на адекватность этого Зинченко, чтобы убедиться, что он действительно психически деформирован и способен на такие неадекватные, с моей точки зрения, действия. Но, видимо, для стороны обвинения и потерпевших это нормально. Они, наверное, судят по себе. У правоохранителей, кстати, действительно нередко деформирована психика. Моя преподавательница по уголовному праву и процессу рассказывала, что среди полицейских и прокуроров, ну, как она их называла, людей с погонами, часты случаи самоубийств. Это связано, как показали результаты ее исследований для кандидатской диссертации, с тем, что во время оперативно-розыскной деятельности они имеют повышенные полномочия. После завершения таких мероприятий полномочия у них отбирают, но они продолжают чувствовать себя так, будто эти полномочия сохраняются. В итоге это приводит к трагедиям, в том числе с использованием табельного оружия. По всей видимости, прокуроры, следователи и, вероятно, адвокат Романек предполагают, что у Зинченко такая же сдвинутая психика, как у некоторых украинских правоохранителей. Так что, друзья, будьте осторожны в общении с ними. Не принимайте на веру все, что они утверждают в своих домыслах. Это опасно. Это заразно. Берегитесь правоохранителей и ждем следующих судебных заседаний. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!